Меня зовут Владимир, и я приветствую вас на своем канале «Две войны». Контакты с девушками и женщинами оккупированных территорий германское военное и политическое руководство не одобряло. Особенно со славянками, по причине расовой неполноценности славянских народов и недопустимости кровосмешания. Солдатам, увлеченным в таких связях, грозили строгими взысканиями, вплоть до военно-полевого суда и штрафного подразделения. Но откуда тогда цифры? В Норвегии за 5 лет оккупации от немцев родилось около 5000 детей, во Франции примерно 200 тысяч. Учитывая то, что оккупанты хозяйничали на части советских территорий примерно 3 года, то такие случаи были точно. По данным немецкого историка Регины Мюльхойзер, только в 1944 году полевые суды вермахта осудили 5349 германских солдат за, цитирую, запрещенные сексуальные сношения с русским населением. В СССР подсчетом никто не занимался, поэтому без точной статистики можно только сказать, что речь идет о тысячах. Как я уже сказал, на женщин в СССР у немцев было табу, но это в теории, а на практике начальство чаще всего смотрело сквозь пальцы на похождение своего личного состава по девкам, хотя наказание за это предусматривалось. На самом деле для оккупанта это было делом достаточно рискованным. Во-первых, могло узнать начальство, ничего хорошего за это не будет. Во-вторых, нередко были случаи, когда таким образом гитлеровцев заманивали в ловушку партизаны. И в-третьих, девушка могла оказаться разведчиком-информатором, такие случаи тоже были. То, что солдаты не сильно прислушивались к таким приказам, нацисты тоже понимали. Дошло до того, что оккупационные власти, официально осуждавшие связи с женщинами неправильных национальностей, во многих местах даже постановили выплачивать рожавшим от немецких солдат и офицеров женщинам ежемесячные алименты. Копейки, но все-таки сам факт. Понятно, что бордели в тылу не могли удовлетворить потребности вермахта. Во-первых, их было мало. Во-вторых, во время боевых действий гитлеровцы не так часто могли покидать линию фронта. Была еще одна проблема. Немцы не могли набрать персонал. Русские к ним не шли, разве что те, кто и до войны занимался проституцией. Но и таких было немного. Да и в целом население негативно относилось к таким заведениям. Ведь советская власть еще в довоенные времена подобное порицала. И это не преувеличение. В Смоленске в борделе для офицеров-летчиков работали только проститутки из Франции и Польши, которых специально для этого привозили в Россию. В борделе Пскова набирали местных женщин, частью принудительно, частью вербовали тех, кто от безысходности так зарабатывал на хлеб. Также действовали и в других оккупированных городах. Дозволена была и свободная проституция на улицах. Друзья, сейчас мы вернемся к теме видео, а пока я хочу напомнить, что на платформе YouTube существуют достаточно жесткие требования, и сюда возможно выложить далеко не весь контент. Но у меня есть телеграм-канал, где выходят уникальные публикации, которых нет на YouTube. Там есть контент для любого формата, видео, посты, длинные статьи. Учитывая обстановку, мой телеграм-канал — это надежный способ оставаться на связи в случае блокировки YouTube. Переходите по ссылке, она будет дополнительно в описании. Чаще всего связи эти имели мало общего с любовными историями. Было просто взаимовыгодное сотрудничество. Немецкий солдат или офицер получал возможность физического удовлетворения, а его женщина — защиту для себя и своей семьи, или продукты и деньги. Но иногда между германскими военнослужащими и девушками оккупированных территорий вспыхивали настоящие сильные чувства. Например, известная история подпольщицы Марии Васильевой и обер-лейтенанта Отто Адама в Рыльске, Курской области. Когда немецкий офицер узнал тайну своей женщины, то он не только не сдал ее в гестапо, но и стал помогать, потом и вовсе сбежал вместе с ней к партизанам. К сожалению, они погибли, вместе покончили с собой, будучи окружены немецкими отрядами. Или история Фени Острик и унтер-офицера Вильгельма Дитца, который после госпиталя дезертировал и остался жить у Фени на чердаке. Пока закончилась война, Дитц так хорошо выучил русский, что сошел за приезжего киевлянина Василия Доценко. Лишь в годы перестройки, в конце 80-х, когда у него уже были внуки, Дитц открылся и посетил Германию, разыскав там свою родню. Конечно, львиная доля подобных случаев приходилась на изнасилование. И я сейчас говорю не только про немцев. Как правило, немецкие части были в основном заняты удержанием фронта, особенно в первую половину войны. А вот тыловые карательные и оккупационные функции они вешали либо на полицаев, либо на своих сателлитов из числа румын и венгров. А там за подобные ужасные деяния никого не наказывали даже по бумажке. Мадьяры вообще творили такой кошмар, что после увиденного зверства советские солдаты перестали их брать в плен. Был такой негласный приказ, я об этом рассказывал в своем прошлом видео.
И если сложить все эти случаи, то советских женщин, пострадавших от подобных действий оккупантов, было много. Скрывали такие случаи не зря, ведь защита при оккупационных властях автоматически превращалась в позорное клеймо при возвращении власти советской. Некоторые женщины, родившие от немцев, пошли в лагеря, а их дети в детдома. Но такие случаи не имели массового или систематического характера. Никто таких женщин и детей в отдельную категорию общества как преступниц не выделял. Некоторое время высказывалось пренебрежение, использовались обидные прозвища, но потом все это постепенно сошло на нет. В это сейчас трудно поверить, но в демократичной и толерантной Европе все было намного жестче с такими женщинами и их детьми. Их подвергали сильнейшей коллективной травле и публичному остракизму. Франция на весь мир известна свободными взглядами на половые отношения. Это страна, которая добровольно сдалась немцам, практически без боя, и они там вплоть до 1944 года чувствовали себя еще лучше, чем дома. Тем не менее, во Франции женщин, состоявших в связях с германскими военнослужащими, брили наголо, рисовали им на лице и теле свастики и с издевательством гнали по улицам полуголыми. После этого некоторые получали нервно-психическое расстройство или даже кончали жизнь самоубийством. Около 18 тысяч французских женщин было отправлено в тюрьму за связь с немцами на срок от 6 месяцев до года. Насильственное бритье наголо стало самым распространенным методом остракизма в Европе. Развлекались бритьем женщин наголо и в Нидерландах, а некоторых, цитирую, нацистских подстилок и вовсе убили в результате самосуда. И никто из убийц не понес никакой ответственности за эти преступления. В Норвегии приблизительно около 5000 женщин отправились в тюрьму, а рожденных от немцев детей норвежские власти отдали в психиатрические лечебницы для медицинских экспериментов и испытания новых лекарственных препаратов. Некоторые дети оккупантов прожили в психбольницах до 1960-х годов. Только в 2005 году норвежское правительство страны признало эти действия ошибочными, и жертвам репрессий была выплачена компенсация по 3000 евро. У немецкого офицера была рождена поп-звезда Анни Фрин Лингстад из группы ABBA. Ее вывезли из Норвегии в Швецию. Ее мать боялась, что в родной стране дочку отнимут. И боялась она не зря. Сама погибла в 21 год, а девочку вырастила бабушка в Швеции. Отец Анни Фрид, германский военнослужащий Альфред Хазе, увидел дочь в первый раз лишь в 1977 году. В 2009 году Вера Глаголева сняла художественный фильм «Одна война», посвященный судьбе тех женщин, что родили детей от немецких оккупантов. Истории, показанные в этом фильме, не выдуманные, но все прототипы главных героинь, консультировавшие создателей фильма, просили не разглашать их имен. Стыд за свое прошлое, страх общественного осуждения глубоко засел в их душах. Наказывать женщин за подобные деяния я считаю делом гнусным, варварским и, главное, бессмысленным. Что могла сделать девушка в условиях самой страшной катастрофы 20 века, развязанной нацистским государством? И эти женщины, и их дети являются жертвами той войны. А как вы считаете, стоило ли за это наказывать? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, все это очень поможет его продвижению. Вы лучше знаете, кому отправить это видео.